Приветствую вас, друзья! Прямо сейчас школьники по всему миру готовятся к экзаменам, и наши, и японские. И давайте посмотрим, кому из них труднее. Разберем одну смертельную задачу из японского аналога ЕГЭ. Дан треугольник со сторонами 13, 14, 15. И вот такая касательная, перпендикулярная стороне отсекает прямоугольный треугольник. Вот этого большого, и требуется найти его площадь. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу, а мы будем идти в ураганном темпе, потому что экзамен, нужно быстро все сделать. Итак, первый шаг. А первый шаг того, я напомню, что нужно найти площадь желтого прямоугольного треугольника. S нарисую похожий такой, равно и даже закрашу. Вот. Вот так. Ну что мы будем действовать? Я обозначу стороны треугольника АБС. А маленькая, Б маленькая, С маленькая. И скажу, что мы уже много раз доказывали, выводили формулку, как найти отрезок X стороны треугольника, который отсекается точкой касания вписанной окружности. Ну, вот первый шаг будет такой. Х можно найти как b плюс c минус а пополам. Да. То есть 15 плюс 14. Или 14 плюс 15 минус 13 пополам. Сколько это? По-моему, 8, да? 8. Отрезки касательных равны. Вот это тоже будет х, правильно? Правильно. То есть это 8 и это 8. Что еще мы знаем? Хорошее. Что периметр вот этого треугольника будет равен сумме двух отрезков касательных. То есть второе, периметр желтого нашего треугольника равен x плюс x. X плюс x, то есть 2х, то есть 16. Ну почему это так, два слова? Из вот этой точечки тоже определены две касательных, поэтому вот этот отрезок может быть сложен с этим, а вот этот с вот этим. То есть периметр развернется и превратится в x плюс x. Все, нашли периметр. Он 16. Прямоугольный треугольник. Периметр 16. Этого мало, чтобы найти его площадь. А чего не хватает? Ну, не знаю. Наверное, вот этого угла. Ну, по крайней мере, мне не хватает. Вот нужно найти уголок альфа. Ну, может быть, косинус, его потерями косинусов. Так и сделаю. Пункт 3. Значит, найду из большого треугольника, из АБС, из треугольника АБС я найду косинус альфа. И скажу сразу, что это будет равно b в квадрате плюс c в квадрате минус а в квадрате до 2bc. Это следует из теоремы косинусов. Советую запомнить сразу абитуриентам. Ну, смотрим. 15 в квадрате плюс 14 в квадрате. Так и пишу. 15 в квадрате плюс 14 в квадрате минус 13 в квадрате. Здесь 15. На 2, 15 на 14. Но считайте, что я уже посчитал. Это 0,6. Ну, 0,6 это ж не просто 0,6. Красивое очень число. 0,6 это будет 6 десятых или 3 пятых. А о чем это говорит? Что косинус желтого теперь треугольничка 3 пятых. А? Ну, это означает, что катет его вот этот относится к гипотенузе как 3 к 5, то есть 3y относится к 5y. Ну, тогда оставшийся катет будет 4y. Стопоньки, так это египетский треугольник. Да, тут повезло. Ну ладно, четвертое действие. 3y плюс 4y плюс 5y равно периметр. Это 16. Правильно? Сколько получается? 3 плюс 4, 7 плюс 5, 12y, 16. Или 6y, 8. А отсюда y равен 4 третьих. 4 третьих. Ну, тут по-любому можно. Вот 4 некрасивые, 4 третьих. Можно найти в общем виде площадь 3y на 4y пополам. А давайте не буду выпендриваться и решу как обычно. Пятое. Получается 3y. 3y будет равно 4. И 4y будет равно 4y на 4 третьих. 16 третьих. 16 третьих. Ну и площадь моего желтого найду как половина произведения катетов. Что-то такого. Нормально. Нормально. Половина. Чего там? 4 умножить на 16 третьих. Ну и что получается? А? Сократится 32 третьих. 32 третьих или 10.
и 2/3. Ну, не слабо. Решил. Молодец, справился. Поступил в университет Токио. Итак, S треугольника нашего 10,2. Ну, спасибо огромное, кто досмотрел. Присылайте свои решения, напишите, наши тяжелее или легче. Ну и, конечно, уже пора, конечно, и подписаться. Что у нас там вяленько подписываетесь? Мы же делаем все, чтобы пропагандировать, популяризировать нашу любимую с вами геометрию. Ну, а то прям перед Доном Педро неудобно. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.